Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом ролике я расскажу ваш гороскоп на январь 2024 нового високосного года. Ребят, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Ну что, мои дорогие, начинаем месяц, начинаем год с ретроградного Меркурия, ваш управитель, который будет слегка в таком подвешенном состоянии, но благо будет, конечно же, всего 3 денечка он будет в ретроградном движении, потом развернется и пойдет дальше. Поэтому, да, подвисать будет, но это не все трудности и все сложности, которые ждут вас в этом месяце. Вообще, в принципе, первые 3 недели месяца, они достаточно продуктивны, что касается и работы, что касается, в принципе, и личной жизни. Да, первая неделя января, она будет такой ленивой, сложно будет быть продуктивными, да, потому что еще и будет в соединении как раз-таки ретро-мерк с Марсом, захочется здесь позлиться, но в принципе, если вас жизнь заставляет, я бы так сказала, не отдыхать, а работать, при приложенной мотивации вполне себе хорошо. Просто потому что вы девы, и вы понимаете, что трудиться это хорошо, и вы уже как бы в декабре все отметили, поняли, перешли рубеж, и не хотите на это тратить очень много времени, да, поэтому, мои дорогие, понимаете, что месяц такой для вас будет... Конец месяца будет сложноватым, да? Конец месяца заставит, конечно же, потрудиться, конец месяца немножко собьет, выбьет из колеи, потому что у нас с 21 января, да, с 21 января разворачивается, Солнце меняет знак, с Козерога на Водолея, и с 23 января Плутон в соединении с Солнцем точно так же меняет знак, переходит с Козерога в Водолей, и с 24 января у нас Уран, управитель Водолея, разворачивается, да, разворот Урана с 24 января по 1 февраля, и все моменты, что связаны с Ураном, да, с его деятельностью, все вот припадет, я бы так сказала, в стагнацию, да, то есть вот затормозится и даже немножко откатится назад, да, поэтому, ребят, здесь понимаете, что момент такой, который заставит немножко заволноваться. У кого-то наоборот, этот момент, когда вот все полетит очень быстро и резко, но всегда помним, когда мы слишком резко летим, произойти может все что угодно, можно просто не заметить сопутствующие события, поэтому будьте внимательны в это время. Что касается работы, то январь, конечно же, месяц, когда можно поработать, потрудиться, и это тот же самый момент, когда можно все испортить. Потому что, еще раз вам скажу, да, к концу с 20-х чисел декабря еще у нас будет Меркурий, да, в соединении с Марсом, и этот момент, когда захочется очень сильно злиться, то есть они будут в соединении в начале месяца, да, потом они раскатятся, разъедутся, да, то есть, ну, за счет того, что будет двигаться в одну сторону Марс, в другую сторону будет двигаться Мерк, и, конечно же, к концу января с 20-х чисел они снова вместе, и здесь понятно, либо трудимся плодотворно, активно в работу, при этом будет потрясающий трин с Юпитером, можно хорошо, потрясающе идти в развитие, но, ребята, понимаем, что на развороте Урана как раз-таки идет уже Меркурий в трине с Ураном, который разворачивается, поэтому здесь в работе, скорее всего, мы ожидаем неожиданные плюшки на развороте Урана. Да, не все получат эти плюшки. У кого-то будет наоборот не плюшки, да. У вас хорошо, поэтому здесь на развороте Урана
Будут плюшки, но эти плюшки будут где-то плюсом, а где-то будут казаться, ну зачем это случилось, потому что в этот момент как раз-таки ваш управитель будет в квадратурах кармическим узла. И здесь вопросики кармы, что сделали, что не доделали. И все равно вы точно так же, как все другие знаки зодиака, в этом январе придете к осознанию того, кто вы, куда вы идете, куда вы стремитесь по жизни, ваши действия в работе, ваши действия в личной жизни, куда они вас завели, куда вы вообще, повторяя все эти действия и продолжая ту жизнь, которую ведете сейчас, куда это вас заведет, да? Кем вы станете на основе ваших настоящих действий через 5, 10, 15, 20 лет. Поэтому, ребята, все равно вы придете к пониманию того, что вы хотите делать, кем вы хотите стать по жизни. Здесь, конечно же, не только работа, но и развитие. Напоминаю, Юпитер будет в трине к вашему управителю, поэтому здесь понимаете, что важно сделать выводы, понять и признать свои ошибки, бездействия. Не знаю, называйте это как хотите, мне в принципе не важно каким это словом называть, потому что у меня здесь нет внутренних переживаний того, что там происходит у меня лично в жизни ошибка, да. Мне, например, бывает тоже на консультации говорят, что я не могу сказать, что я ошибся, я вот могу сказать, что я ошиблась. Хорошо, вот здесь я не сделала столько бы, сколько я могла сделать для своей жизни, и я понимаю, что вот там вот я не сделала, вот там я заленилась, так, все, ну окей, я хочу большего, значит, сейчас я делаю в 3 раза больше, то есть я поднимаю свою попку, убираю свою лень и делаю, то есть у меня нет такого внутреннего понимания, что признать свою ошибку, недоработку, это плохо, нет, я сделаю в 3 раза лучше для того, чтобы не остаться там. Поэтому, ребят, признавайте свои ошибки и свое бездействие. Если вы что-то не сделали, да ничего страшного, начинайте делать сейчас, нет ничего такого, потому что есть такая история у дев, когда они не могут сказать, что мы не правы, нет, девы считают, что они всегда правы, что они всегда вовремя, что они всегда уместны, это потрясающее качество, если это так, и вы абсолютно живете по своему солнцу, да, но не все девы такие, многие грешат тем, что они не живут по своему солнцу, да, и выбирают какие-то выборочные моменты своего знака зодиака, по которым бы как бы классно жить, а другие нет, фу, это не про дев. Поэтому, дорогие мои любимые девы, просто поймите, что если вы где-то что-то не сделали, ну окей, начинайте делать сейчас, потому что в вас заложен классный потенциал на самом-то деле. Вы можете столько всего делать, но в январе вы можете либо залениться, это первая неделя января, либо вы можете перейти в ту самую агрессию, которая будет вам мешать по жизни, вы можете испортить просто все, что у вас было. А вам необходимо, план такой, да, необходимо завершить старые дела, что не получилось в декабре, в 23-м, 22-м, в 21-м году, да, и начать выстраивать, жить по-новому, потому что на развороте Урана вас, представляете, вы в середине января начинаете делать то, что вы раньше не делали, боялись, не хотели туда идти, и у вас просто начинает активно идти классно работа, развитие, реализация, ваш вектор по жизни, складываются друзья, знакомства, и жизнь начинает закручиваться теми самыми моментами, куда вы всю жизнь хотели прийти. А надо было всего лишь себе признаться, что, блин, я где-то не дорабатываю, я так себе дева, и ничего я ни разу не продуктивная, да? Поэтому чем быстрее вы признаете свое бездействие, тем быстрее вы начнете действовать и начинайте, потому что вы, как никто другой, можете монотонно, четко, медленно, но верно идти. Но на самом-то деле огненные знаки зодиака могут вам реально позавидовать. Поэтому, дорогие мои любимые девы, понимаете, что январь месяц, который будет ждать от вас определенных действий. И эти действия не пойти лопатой кидать, нет. Эти действия внутреннего развития, потому что ретроградный Марс, да, я бы так сказала, и Меркурий, которые будут вот весь январь, они будут идти по Козерогу, и это знак, который, если вы трудитесь, да, дает плоды. Необходимо просто четко
какой здесь труд? Необходимо понять, какие у вас есть обиды, страхи и боли. Почему вы туда не идете? Почему вы не идете в развитие? Почему вы не идете в ту самую жизнь, которую вы хотите жить? Это касается всех дев, у кого луна в деве, асцендент начинается с девы, да? То есть здесь в прямом смысле, понимаете, ну и за что у вас отвечает, за какие дома в вашей натальной карте отвечает знак девы, да? То есть и этот дом у вас абсолютно 100% четко провисает и будет зависеть от действий января, то есть вот такой активный. Конечно, вы же понимаете, что я рассказываю гороскоп общий для всех знаков зодиаков, и для 700 миллионов, там 800 миллионов дев он не может быть одинаково для всех, понимаете, мы все живем в разных местах, у нас у всех разные жизни, и поэтому если у вас свой персональный вопрос, оставляйте его здесь вот в комментариях, вопросики, обязательно указывайте дату, место и время рождения. Время для меня очень важно. И, собственно, ваш вопрос, который вы хотите узнать, либо вы уже знаете свою натальную карту, у вас, то есть уже сложные вопросы, вы понимаете, что вы хотите спросить, спрашивайте его здесь, я обязательно отвечу. Будут праздники, выходные, у меня будет свободное время, хотелось бы, конечно, верить, но я верю. Верю и обещаю отвечать, поэтому, дорогие мои, пишите здесь под видео, либо же в ссылке шапки профиля, ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, если вы не хотите, чтобы все видели ваш вопрос. На консультации мы говорим индивидуально, без, естественно, других глаз. Поэтому, ребята, вопросы, если есть, задаем их непосредственно под видео здесь, задаем их себе. А правда ли я хочу ту жизнь, которую я хочу? Почему я ее хочу? Готов ли я потрудиться ради той жизни, которую я хочу? Потому что январь месяц на самом деле жестокий, но продуктивный. Он даст вам либо рост, либо вы останетесь на том же уровне и начнете чуть-чуть так вниз, 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 вниз опускаться. Поэтому куда вы хотите? Январь — это месяц, который начинает 24-й високосный год. Еще раз говорю, когда будет очень много событий, планеты будут менять один знак в другой, и это будет продолжаться, вот эта вся воронка, забегая вперед, будет продолжаться 24-й, 25-й и 26-й будет годом просто вау. Когда, если вы, как говорится, не успели привыкнуть к множественным событиям и не привыкли в этом жизни, 26-й год просто вот прям покосит. Поэтому, ребят, давайте встаем на лыжи, активненько, бодренько действуем, потому что сколько можно жить как раньше. Как раньше уже не надо. Все, закончилась та эра капитализма, да, то есть эра всего прошлого, бумажной волокиты и тому подобное. Конечно, нам еще от этого несколько лет уходить, но надо начинать быть собой и кем мы хотим стать в этой жизни. Важные вопросы. Про работу, про какие сферы получится. В январе сложно получится определенную какую-то сферу прям за один месяц поднять. Но я надеюсь, вы реалисты. Да? Это месяц, когда первую неделю все отдыхают, вторую неделю отходят от праздников, как говорится. Поэтому здесь, понимаете, у вас есть всего лишь одна неделя подвиснуть, а потом в путь, в бой, я бы так это сказала, да, то есть активно действуем, вторая, третья неделя активной работы, продуктивная, плодотворная, работа любая, которая выводит вас на развитие, на новый уровень заработка, на приобретение новых навыков, талантов и качеств. И если вы выстроите вот эту схему, тогда четвертая неделя января сложится у вас в работе совершенно прекрасно, вы будете получать плюшки и прибыль, да, то есть новые проекты, новые контакты, коллеги и тому подобное, и будет хорошо. Если же нет, то и пострадает точно так же личная жизнь, потому что на развороте Урана сыпется личная жизнь, как правило, ну и работа остается в таком состоянии шатковалком. Поэтому, мои дорогие девы, месяц январь обещает быть месяцем. И я не скажу, что очень сложно, вообще, в принципе, в каком-то физическом плане нет. Это месяц, когда мы все отдохнем, и это месяц, когда необходимо прям собирать свою волю в кулак и начинать делать. Начинать быть активными в своей жизни, признавать свои ошибки, но не вариться вот в этих вот страданиях, что ох, я где-то накосячил. Нет, конечно, собираемся и идем, потому что никому не нужны наши переживания о том, что мы что-то где-то сделали не так. Да, не так,
поняли, сожалеем, но поднимаемся и идем дальше. Суть жизни, да, закон эволюции, выживает сильнейший. И мы с вами все здесь, и уж тем более те, кто смотрит это видео и досматривает его, ну, до отметки почти 15 минут, 100% здесь для того, чтобы прям идти и развиваться. Поэтому, ну, ребят, давайте, куда уже можно ждать? Столько лет ждали, как говорится, вылеживались, ничего не делали, можно уже и потрудиться, да. Поэтому, мои дорогие, вот такой был мотивационный январь, я бы так сказала. Я не скажу, что все плохо, что все пропало. Нет, шеф, не пропало. Работаем, работаем, ребята, собираемся, все свои мысли, желания, что мы хотели, да, потому что, девы, еще раз говорю, у вас вложен отличный, мощный потенциал и классные качества вашего рода для того, чтобы вы поднялись выше, на другую ступеньку, на новую ступеньку социального развития, чтобы вы чего-то достигли, чтобы вы прям стали каким-то человеком, да, то есть человеком новым для вашего рода, вашей семьи, да, новым человеком в обществе, да, но, конечно же, это все нужно смотреть комплексно, натальную карту индивидуального человека. Поэтому, ребят, собираем все свои мысли в кулак, не засиживаемся за новогодним столом, очень много времени нужно провести продуктивно. Ребят, спасибо большое, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напоминаю, если у вас есть вопросики, пишите их здесь. И в конце по классике актуальные ролики, которые вы можете еще посмотреть. И, конечно же, под Новый год в первых числах января большое видео про Дев, гороскоп на 24 год. Ребят, спасибо, что были здесь, и увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока!